Фукуок – красивейший остров Вьетнама с протяженными песчаными пляжами, в прибрежных водах которого обитает множество рыб, растут кораллы. В этом видео вы увидите подборку всех самых интересных мест на острове, наш личный топ-20. И начнем мы, конечно же, с самой известной достопримечательности Фукуока – это канатная дорога. Она самая длинная в мире. Ее длина 7900 метров. Большая часть пути проходит над морем. По дороге следует 69 кабинок, в каждую помещается 30 человек, а высота самой высокой опорной башни – 160 метров. На канатке мы попадаем в огромный аквапарк Sun World Hong-Kong, который был удостоен премии «Аквапарк года» в Азии в 2023 году. Также на острове обустроены рестораны, аттракционы, места для купания, и это все входит в стоимость билета на канатную дорогу. Есть огромный волновой бассейн. Мы наконец-то добрались до гор. В аквапарке просто огромное количество горок, и планируйте свой день так, чтобы приехать на канатную дорогу рано-рано утром, к ее открытию к 9 часам утра. Солнце сильное. Здесь красиво, так вообще куча лиан всяких, змеи, анаконды. Есть ленивая река, детские зоны, водопадики, горки для разного роста и всех возрастов. На канатке мы оказались к закату. Это очень красиво. Потрясающий вид на гавань с рыбацкими лодочками. Парк закрывается в 5 вечера. Кхем – шикарный пляж с белоснежным песком, с чистым бирюзовым морем, пальмами. Настоящий пляж Баунти. В 2018 году этот пляж вошел в 50 самых красивых пляжей планеты. Вы можете услышать, как говорят «бай кхем». По-вьетнамски слово «бай» означает «пляж». Если уйти в конец пляжа, то здесь очень даже прилично. Есть теневые зоны, пальмы, можно полотенце кинуть под них и лежать, и людей немного. Да, и мне здесь тоже нравится больше, чем в начале пляжа, возле баров. А еще здесь очень хорошо, что здесь мелководье, чтобы до сюда были, нужно идти очень далеко. Для маленьких деток, да, для семей хорошее место для отдыха. Мы приехали в огромный парк развлечений. В этом парке аттракционов есть зона аттракционов и зона аквапарка, поэтому с собой нужно брать купальник. Парк разбит на несколько зон: аттракционы, площадки для игр, аквапарк, океанариум, кафе и рестораны. Ежегодно Винвондерс посещает тысячи туристов. Заплатив за вход, вы пользуетесь всеми аттракционами бесплатно. Океанариум создан в виде гигантской черепахи. Сейчас мы с вами пройдем по нему и посмотрим на это огромное количество различных рыб. Здесь даже есть пингвинарий, и можно купить рыбку и покормить пингвинчиков. Здесь огромное количество тематических зон. Алиса в стране чудес. В Винвондерсе очень классный и разнообразный аквапарк. Более подробный обзор, полный обзор вы можете увидеть на моем канале в плейлисте «Вьетнам Фукуок». Мы специально решили провести здесь весь день, чтобы вечером остаться на вечернее шоу. Сейчас на катере мы отправимся на один из самых красивых пляжей Фукуока. Это пляж с морскими звездочками. Плыть буквально минут 15, и мы окажемся просто в нереальном месте.
Здесь все дно усеяно звездочками морскими. Вот та их не вытаскивает, чтобы она осталась жива. Пляж очень приятный, водичка чистая, немноголюдно, звезд морских много, все дно ими усеяно, мы их не достаем, просто фотографируемся под водой. Мы снимаем и фоткаем звезд только под водой, это, как я сказала, что их нельзя доставать. И насколько я вижу, то их тут тоже пока что никто не достает. Все знают. Все, да, просто плавают с ними и в воде подводными камерами снимают. Мы приехали на Сау-Бич и сейчас проведем здесь какое-то время. Белоснежный песок, бирюзовая водичка, красивое место. Кайфовый такой балдежный пляж. Огромное количество локаций для фото. Пальмы, есть теневые зоны. Хороший пляж. Дно песчаное и вода очень теплая. Волны! Если уйти в конец пляжа, вот такие качельки там есть. Фотозон много. Река Куакан и вот такие круглые традиционные вьетнамские лодки. Это прям моя любовь. А еще есть каяки. Эти лодки прикольнее, чем каяки, ну потому что на каяках мы можем поплавать и в другом месте, на каких-то наших там европейских реках, да? А вот на вот этих круглых традиционных это чисто только здесь. Я тоже пошла, сейчас у меня голова закружится. Сейчас мы приехали в очень мрачное и тяжелое по энергетике место. И это кокосовая тюрьма на Фукуоке. Эта тюрьма называется кокосовая, потому что рядом росло очень много кокосовых плантаций, и заключенных водили работать туда. Самым известным символом этой тюрьмы стали тигровые клетки, узкие железные ящики, едва больше гроба. Заключенных сажали туда на несколько дней, недель, а иногда и месяцев, не давая возможности стоять и двигаться. Эти клетки были обтянуты колючей проволокой, и любые движения причиняли боль. И люди просто теряли рассудок вот так. Ну и как обычно бывает в войнах всех, да, что страдают только мирные люди. В этой войне гражданской я вообще считаю, что она была какой-то очень глупой, потому что воевали между собой по факту американцы с Советским Союзом. Американцы хотели сделать здесь капиталистическую страну, а Советский Союз был за социализм. А гибли вьетнамцы. Да, и не заходит в такие места. Я хочу, чтобы вы увидели это видео, потому что это все-таки история острова, история Вьетнама. Здесь показано, как заключенные работали на тяжелых работах и все издевательства над ними, которые были. Еще здесь было очень много подвалов, казематы такие. Естественно, из-за политики Ютуба я не могу показать вам многие кадры, потому что они сильно кровавые и сильно такие изощренные пытки, и не каждая психика выдержит такое видеть. Кокосовая тюрьма – это одно из самых мрачных мест в истории Вьетнама. Мы приехали в такой район, который называется Гранд Уорд. И это улица Венецианская, Венеция. Здесь все построено по мотивам итальянским, гондолы с лодочниками, с гондольерами вьетнамскими. Всегда очень большое такое скопление людей, и весь движ начинается вечером. Открываются рестораны, бары, и здесь все так подсвечивается. Красивое место. Мы постараемся
показать этот район, и зайдем потом куда-то покушать, и, возможно, зайдем в один интересный музей. Здесь же в Гранд Волде есть музей мишек Тедди. Это музей плюшевых мишек на Фукуоке, один из 5 крупнейших в мире. И это не просто выставка плюшевых игрушек. Это удивительная история путешествия по земному шару известного медвежонка Тедди Джонса. Он путешествует по разным странам и цивилизациям, пытаясь найти и разгадать самые тайные загадки человечества. Здесь собрана коллекция из 500 медведей. Среди них можно увидеть как винтажных медвежат, так и современные авторские работы. Обязательно побывайте на пляжах Дондонга. Они протяженные, песчаные, можно идти бесконечно. Нет перегородок, каких-то волнорезов, ничего нет. Просто идешь себе, бредешь по песку в бесконечность. Здесь просто какие-то космические такие валуны. Хороший очень пляж этот Лонг-Бич. Здесь реально так свободно. Домики, пальмы. Красота. Море теплющее. Здесь никогда не бывает много людей, и всегда можно уйти в какое-то такое место на пляже, где ты будешь практически один. А еще именно в Дондонге самые красивые закаты. Таких закатов вы никогда не увидите на противоположной стороне острова. Сегодня обедаем в рыбацкой деревушке на плотах в деревне Рачвем. Это нам несут блюдо. Я вам могу сказать заранее, здесь очень-очень вкусно. Я это поняла буквально спустя пару минут. Это просто огромное количество еды. Мы не съедим даже близко, даже половину. У нас на столе, по-моему, все возможное, что здесь можно выбрать. Что это? Место очень классное, однозначно рекомендую. Солнце-таун выполнен полностью в итальянском стиле. Здесь итальянские дома и итальянские улицы. Это мост поцелуев, Кис-Бридж. И вечером здесь очень красивое шоу проводится. Наше мнение, что сюда нет смысла ехать днем, так как очень парит солнце и вообще тут нечего смотреть. Лучше всего ехать вечером, чтобы посмотреть шоу на мосту поцелуев. Такой вот мертвый город, построенный вьетнамским миллиардером. И потом грянул коронавирус, и все, ничего не продалось. Стоят пустые все эти здания, вообще никого нет. Это считается самой большой и красивой пагодой Фукуока. Мы поднимаемся наверх пагоды, жара просто невыносима. Колени должны быть прикрыты в храме, поэтому мы завязали парео, и здесь на входе дают юбки. Нам подожгли вот такие свечечки, и мы сейчас должны подойти, помолиться и попросить о чем-то таком сокровенном. И вот тот дым, который уходит, он идет в небо, и наше желание пусть исполнится. На скоростном катере отправляемся в подводный музей. Это такая платформа, где можно понырять с аквалангом, а еще вот в таком вот шлеме увидеть морскую живность всякую. Дышишь свободно в нем.
Прямо здесь, с этой платформы, можно погрузиться с аквалангом, ну и морская прогулка по дну. На моем канале есть очень подробное видео этого дня, о всех наших ощущениях рассказала там. А сейчас просто посмотрите на эту красоту. Мы приехали на рынок уличной еды, вечерний рынок. Помимо фруктов и еды, здесь есть также различные магазины, как жемчуг и одежда. Здесь огромные эти аквариумы с разными рыбами, крабами, лобстерами. Можно выбрать и при вас приготовят. Рынок открывается с 6 часов вечера до 10 он работает. Днем здесь вообще все мертвое, никого нет. А сейчас жизнь кипит. Тут очень большое количество разных экзотических фруктов. Мы сейчас на острове, который называется Мейрут. Остров красивый, пальмы, берег, но очень много экскурсионных групп. Наоборот. У меня сегодня сугубо массаж ног. Не хочу все тело. Угу. Сейчас. No. Only leg, okay? Мгм. Сходить на массаж на берегу, это тоже вот прям обязательно. На Фукуоке есть несколько ферм по выращиванию жемчуга. Ну такая вот большая. Сколько лет такую выращивать? Таити и Максима от 3 лет. Ну хотя 7 или 10. Ого. Может быть пустая, а может быть жемчужинка внутри. Были 50 на 50. Смотрим. Ух ты! Повезло. Класс. Потрогайтесь руками. Здесь небольшая музейная часть и экспонаты за стеклом. Это все, что выловили из моря в этом месте. Примерно 15-18 век. Очень много посуды глиняной. Здесь мастерская и то, что делают из раковин. Посмотрите, просто как нереально. Здесь же можно приобрести изделия из жемчуга. So spicy. Мы приехали на ферму, где перец выращивают. Острое? Совсем, да? Я что пробовать не хочу. Перец, у меня плохая реакция на остроту. С декабря по март сезон вот, считается высокий. Вот этот перец растет. Это зеленый перец. Потом его берут, срывают, собирают, выкладывают на какую-то штуку специальную и высушивают. И он превращается в черный перец острый, который мы привыкли видеть в разных блюдах, да, добавлять. Буду сейчас это пробовать. Это манго. Это я думаю, что это для моей мамы, для тайной бабушки. Хорошая тема. Я боюсь. Да, твоя очередь. Мне было прям очень остро. Я еще так сильно макнула. Ты не макнула? Махнула. Ну скажи, тебе не остро? Тебе не остро? Ну, получается, вьетнамцы, они так едят. Они манго, зеленый манго такой неспелый, макают вот эту смесь перченую. Для меня это очень интересно. Вот в этих бочках изготавливают рыбный соус. В каждой такой бочке получается 1000 литров соуса. Вот здесь вот краны, и через этот кран это все собирают. Разливают вот такие бутылочки, продают.
8 тонн рыбы и 3 тонны соли. Все это в эту бочку помещается. Затем закрывают на год, ну и через год получается соус. Здесь же есть магазин, где можно приобрести готовую продукцию, а также продегустировать рыбный соус. Надеюсь, вам было полезно это видео, и напишите, пожалуйста, в комментариях, о каких еще местах на Фукуоке мы не упомянули.